Я приветствую вас, мои дорогие, любимые друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей жизни до конца мая. Вот давайте с вами и узнаем, и нам буквально покажут карты старинного цыганского пасьянса, какие события придут в вашу жизнь. Какие перемены идут на ваш порог, прямо карты торопятся. О чем вы сейчас не догадываетесь, а это случится совсем скоро. Ну ладно, пойдем быстрее. Разложим карты пасьянса, а я делаю наш расклад, прогноз 1 мая. И именно сегодня полнолуние в вашем знаке зодиака. Полнолуние – это всегда какой-то результат, итог, квинтэссенция. И вот эта квинтэссенция по поводу союза, хочется сказать, кольцо. Кстати, очень доброе значение. И это может быть как союз в личной жизни у кого-то, а у кого-то это и продолжение, может быть, работы, вашей какой-то занятости, может быть, и проекта. Должна сказать, что у нас интересный месяц май, потому что такое крайне редко бывает. Но именно в мае 2 полнолуния, представляете? 1 мая это вот у нас буквально сейчас, а 31 мая тоже будет полнолуние в знаке Стрелец. Вот поэтому какие-то очень важные выводы мы явно будем делать. Я должна сказать, что начало мая обещает быть приятным. По крайней мере, прочный союз, спокойное течение жизни. Ладно, что еще нам расскажут и покажут? Ух ты, гости! Важные встречи, важные контакты. Может быть, и вы к кому-то в гости. Может быть, и к вам гости. Смотрите еще, что у нас выпадает. Любовь, верность, искренность, преданность, я бы сказала даже так. Лебедь. А что еще для скорпионов? Надо же, как интересно у вас все складывается. Благополучие, мои дорогие. Голубь, это всегда говорю, когда выпадает голубь, даже если сначала что-то наперекосяк, а потом оно все равно как-то выравнивается. Что ждет вас в вашей жизни? Какие события в течение мая месяца? А посмотрите, что еще. Полное исполнение желаний. В нашем пасьянсе мы можем складывать карты по вертикали и по горизонтали в крайних рядах. Колчан со стрелами полная, так, по крайней мере, в пасьянсе прописано. Ну, будем реалистами. Насколько полная, плюс-минус, тут у каждого по-своему. А еще у вас, кстати, выпадает, смотрите, если вот 2 значения в пасьянсе. Колчан со стрелами полное исполнение желаний, а корабль мы можем соединить второй ряд. Просто исполнение желания, что-то одно. Более того, у вас, если мы положим сюда эту карту, как-то совпадает еще и с конвертом. Это документы, это может быть и как сама по себе корреспонденция, ну, может быть, важный разговор, какое-то известие. Но хочется сказать, сургучная печать говорит о том, что это мы действительно какой-то союз, может быть, скрепляем подписями. Или, может быть, заключение какого-то контракта, может быть, и брачного, может быть, и по работе. Или получение самой важной бумаги, может быть, свидетельство какого-то сертификата. Тут у каждого по-своему. Очень многообещающий месяц май. Ну, давайте пойдем дальше. Пока с вами говорила, не вижу больше совпадений, но уже что-то тут... А, вот, кстати, что я вижу? Но я уже не соединяю. Череп. То есть это внутреннее переживание. Это вообще ни о чем не говорит. Это только о том, что мы как будто думаем, голову сломали. И так думаем, и так думаем. А что будет, если пойдет вот так? А что будет, если пойдет не так? А как-то там по-другому. Но к делу это не относится. Вот поэтому карты нам и говорят, посмотрите, у вас все неплохо складывается. По крайней мере, конечно, будем реалистами. Мы рассматриваем карты с позиции позитивной психологии, здравого смысла. Но сами энергии очень даже такие многообещающие, а я бы сказала, что-то важное идет в вашу жизнь. Ладно, продолжим наш прогноз. Так что же там до конца мая придет на ваш порог? Может быть, что нового придет в вашу жизнь?
Достанем такую карту. Следующая карта. Важное событие. Чем Скорпионам запомнится май месяц или как минимум не оставит вас равнодушными? Ну и что прояснится? Следующая позиция. Что будет для вас внезапно, неожиданно? Может быть и человек, может быть и новость. Что изменит вашу жизнь до конца мая? И последняя карта, к чему приготовиться, и одновременно совет, что будет следовать дальше. Итак, что же придет на ваш порог? Много общения, много контактов. Может быть, какие-то новые союзы, пересмотр старых союзов, но больше встречи, парк. Парк – это где встречаются люди для того, чтобы общаться. Вполне вероятно, какая-то, тема, которая может быть связана и с работой, кстати, а может быть и в личной жизни. Тут что-то такое происходит. Например, для тех, кто один или одна, вам тогда раскрывает возможность познакомиться, обрасти как будто нужными связями, да, или найти настоящих друзей, или хотя бы как расширить, может быть, даже географию собственного общения. Что это говорит, о чем? Что придет на ваш порог? Это может быть связано с человеком конкретным. И может быть он рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Для кого-то из вас это решение юридических вопросов. Или пусть это будет чиновник, официальное лицо, руководитель, может быть даже так. Ведь это статусная карта. И, знаете, такого холодной головы или очень рационального мышления. Может быть, это вам придется согласования некоторые проходить, искать тех людей, кому вы доверяете или с кем вы можете правильно провзаимодействовать и решить какой-то, точно с учетом аркана Луна, какой-то запутанный вопрос. Возможно, это вы с кем-то будете даже встречаться, знакомиться. И вы знаете, я должна сказать, отшельник Луна. Здесь может состояться какое-то знакомство, которое вам, не исключаю, не очень понравится. Или когда человек, попросту, вы не будете к нему испытывать доверие. Может быть, даже такая конфигурация в вашей жизни появляется тот человек, с которым у вас прежде была какая-то история. Возможно, было очень долгое ожидание, и тут у каждого по-своему. А для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, вот и правда, одна карта ваша, да, и если не рассматривать именно по полу, да, королева кубков и король мечей, то для кого-то из вас это как будто вы сами и противоположная персона, может быть, появляется, или вы случайно можете встретить какого-то человека, который знали много лет тому назад, и вы его встретите как в той обстановке, где меньше всего вы его ожидали увидеть. Или когда, это может быть даже, знаете, пошли в какую-то контору и вот в определенной должности, да, видим знакомое лицо. Или что-то обратное, да, где-то мы находимся даже в случайном месте, тут все что угодно по аркану парк. И вы тоже как вот такая-то внезапная встреча, но будьте внимательны, как будто если это происходит, у кого-то это проигрывается. У нас сейчас такой период с вами, особенно май, что ничто не происходит просто так. Вполне вероятно, вам самим придется какую-то запутанную тему, которая тянулась энное количество времени, может быть, как разузнать, и вы будете искать дополнительную информацию, причем такую, которая долженствующая. Что же там еще? Вот выбор. Вот точно, мои дорогие, тут будет какое-то контактное лицо, которое вам сообщит, давайте итоги подведем. Что-то очень важное, после чего вы оказываетесь на выборе. Как будто куда я иду. Может быть, это поступит какое-то предложение, когда вам придется делать однозначный вывод, или соглашаться, или отказываться. Вы можете сомневаться. И для этого вы поедете или пойдете, да, по королю мечей, вот к тем людям, которые, ну вот, опять же, юристы, адвокаты, люди, которые, может быть, знают, как нам правильно с позиции закона осуществить какую-то сделку или подписать какой-то важный документ. Ну вот как будто
лицо, которое нам потребуется для того, чтобы принять важное решение. И одновременно это тот человек, который видит вашу историю или какую-то ситуацию, сюжет отстраненно, не добавляя туда эмоций. Вот вам нужно будет с чем-то разобраться. Может быть, это и не один вопрос, а таких вопросов будет несколько. И вам придется, или вам даже захочется где-то прояснить то, что уже сложилось к этому периоду. И, скорее всего, я не могу сказать, что это новое. Тут скорее какими-то новыми, как информацией или новыми событиями, новыми нюансами может обрасти какой-то прежний вариант. Или здесь могут прийти люди новые, как я уже говорила, в совершенно такой обстановке, которая, ну, по крайней мере, вы в ней можете оказаться и не быть настроенным на какое-то знакомство или на какое-то даже общение. Здесь, ну, есть какой-то полезный элемент, когда сама судьба какой-то очень серьезный поворот пытается, ну, или с вами проделать, или как будто вас направить, или сконцентрировать на какой-то теме. Давайте узнаем. Важное событие. Что или кто не оставит Скорпиона равнодушными? Шикарная карта. Это аркан дерева, да? И здесь нам изобразил Чаромаркете дерево Сферот. Это ваши корни, вопросы дома, вопросы личной жизни, вопросы пары. Не оставят равнодушными, это точно. А что еще? Ух ты, Солнце. Вот верно, если даже что-то поначалу запутано или напоминает, знаете как, сплошные вопросы без ответов, ответы вы найдете. И карта Солнца, безусловно, будет для кого-то из вас, да еще и с таким арканом, как дерево, да, древо Сферот, ведь это полный баланс. На долгий период времени, ну как минимум 6-8 месяцев, вы будете с чем-то определяться. Вполне вероятно, для кого-то из вас это будет касаться личной жизни. Для кого-то из вас как место под солнцем, и это тогда ваш труд, ваши достижения. Сложно тут говорить, да, но в конечном итоге именно в мае вы как вот эти корни, фундамент словно, основу какую-то своего благополучия, своей безопасности, ну и одновременно перспектив формируете. И, судя по всему, именно это будет для вас как очень важным событием. И понятно, тут уже мы неравнодушны к этому. Ну вот что прояснится, давайте откроем. А ведь и правда кто-то из вас будет подписывать важные документы или что-то согласовывать, ходить по инстанциям. Аркан башня в колоде Ленорман — это не та башня, которая Таро, трансформация нет. Тут именно учреждения, какие-то официальные именно сценарии. Когда мы контактируем с людьми, которые стоят, может быть, более высоко по лестнице иерархии, когда мы сами интересуемся именно, как работает закон, когда мы больше хотим в нашу жизнь внести, ну, таких основополагающих моментов, которые дают нам гарантии, хочется сказать. А что это или кто? Что прояснится? Вы знаете, к собственному удовольствию вы, правда, можете какие-то, как и контакты, установить, и контракты, и контакты я имею в виду даже с людьми, которые находятся выше от вас по лестнице иерархии. Вы можете, может быть, пусть это вопросы, которые у кого-то будут касаться недвижимости, переезда, купли-продажи, да, вот для вас нет ничего невозможного, причем на разных уровнях. Как и на вашем уровне, да, гибкости где-то потребует. Может быть, кто-то или что-то вам не нравится. А тем не менее, видимо, вот так вот мало-помалу, шаг за шагом, вот вы идете все равно к солнцу. И даже если люди попадаются на вашем пути, ну, непонятное, что от них ожидать, тоже не ясно. Но вы-то все равно свою какую-то стезю или свою какую-то канву в разговорах, будь то в ваших решениях, все равно у вас получается это продвигать. В конечном итоге это все приводит к празднику. А для кого-то из вас, все-таки я не исключаю, мы все разные. Может быть, даже такая может быть история, может быть, знаете как, личная жизнь и прежний союз, который не сложился, это уже для вас как данность, да,
и это случилось фактически. А юридически, может быть, какие-то документы еще не оформлены, а вы встречаете нового человека, и есть какая-то помеха. То есть я к чему? Если выпадает башня, и мы говорим инстанции, да, учреждения, организации, давайте подведем опять же итог, что прояснится. По законам вы тут что-то проясняете. Проясняете как будто по своему статусу и избавляетесь от каких-то помех. Следующая карта. Что или кто для вас тут внезапно, неожиданно? Ого! А что это такое? Давайте на Ленорман. Карта крест, карта кармы. И все то, что я сказала, что тут не происходит просто так что-то. Даже какая-то спонтанная, случайная встреча, она может вас наводить на определенные мысли или давать возможность. Это правда. Смотрите, 6. А 6 мы говорим, у вас 2 шестерки. 6 это всегда победа, да? Второе это, ну и в нумерологии это вершина наших действий. Поэтому вот все то, что вы предпримете, оно вам зачем-то нужно. Это не в пустоту, это не в никуда. Это ради дела, ради пользы, ради вашего благополучия. И та история, которая, как вот эти тучи, то, что вы прежде не могли осуществить, то здесь вам как будто может возвращать судьба. Это может быть как и в виде работы, это может быть и в виде человека. Но то, что раньше выглядело, как будто постоянно какой-то период, знаете, как бег с препятствиями. А то и когда мы сделали какие-то действия, да, или мы что-то начали, предприняли, а вот итога у нас не было, то вот теперь тут как будто будет 2 итога. 6 треф. Это именно или 6, будем говорить, жезлов, да, карта победителя, я часто говорю, но если мы переведем так образно вот эту карту, которая соответствует, кстати, 36, а 9 это вибрирующее число, это вот как эта шестерка, да, почему вибрирующая, вот так мы смотрим, будет 6, перевернули, оп, на тебе уже 9. То есть есть элемент нестабильности вот этой вибрации, но тогда, если мы готовы к этим переменам, 2 победы вы можете получить, как и какую-то путаницу завершить. А то и, может быть, оформить тот документ, который прежде не могли. Но здесь через какие-то контакты, связи или сложившиеся обстоятельства, словно сама судьба вам помогает. Давайте мы достанем еще карту на колоде Таро. Что внезапно для вас, что неожиданно, ну хотя бы или кто, или каковы энергии. Предложение какое-то. Радостная новость, которая вам поначалу, ну, индифферентна или вам не нравится. Тут, наверное, не одна новость. Скучать вам некогда будет, мои дорогие скорпионы. Мало того, что вот как будто этот кубок нам предлагают, но мы так еще смотрим и думаем, да, как вот этот молодой человек. А как будто следом еще одна новость прилетает буквально. И я должна сказать, что иногда 8 жезлов в некоторых колодах трактуется как тоже трансформация. Но трансформация добрая. И трансформация, которая, знаете, как один пункт. Вот получили мы эту бумагу, известие, и полный старт пошел. То есть пошла активность, и мы тут не можем что-то отложить на потом. Поэтому тут сама по себе неожиданность. Но просто, видимо, мы все разные. У кого-то это будет касаться личной жизни, а у кого-то это будет касаться достижений, документов, может быть и перемещений. Что изменит вашу жизнь до конца мая? Любовь, мои дорогие. Любовь, согласие, взаимодействие какое-то такое душевное, теплое, радостное. 2 лебедя, да? Хотя сама по себе карта сердца, любви. К чему приготовиться? Или карта совет. Ух, как волшебно. Ключики вот эти, они в ваших руках. И 33, опять же, 6. Может быть, это решение каких-то бумажных вопросов. Вполне вероятно, это ваш интерес будет как бы совмещен с чьим-либо интересом. Возможно, выбор все-таки вам придется какой-то делать, как будто ключики в ваших руках, но только от вас зависит, что вы будете делать с дверцей, да, вот этой клетки. А вот, кстати, великий знаток Чаромаркетти символов прорисовал розу. Роза – это всегда символ любви. И роза у нас внутри этой клетки. Так вот, что вы закроете, какой поворот ключа вы сделаете,
или наоборот отопрете эту дверцу. На данный момент она открыта. Сами по себе возможности идут в вашу жизнь. Но, скорее всего, за этими возможностями скрывается ваш какой-то и выбор, и важное решение. И не последнее, мои дорогие. К чему приготовиться? Значит, это как последует. Вам придется сохранять собственные позиции. И вам придется, может быть, организовать свою жизнь как-то с учетом принятых решений в мае. Более того, еще и где-то, знаете, вот в этом балансе, да, согласился я или отказался, да, вот на май месяц, правильно ли я поступил, вот такие вопросы у вас будут. Но самое главное, вот эти ключики, какой-то период времени, они еще будут оставаться в ваших руках. Вот, наверное, это солнце и говорит, ты что-то очень важное выбираешь в мае. Или делаешь какие-то очень важные выводы. Открытый путь, безусловно. И ведь карта Солнца – это тоже карта ясности. Поэтому от каждого будет, конечно, зависеть и от активности, и от принятых решений, что будет складываться, на что вы согласитесь или от чего вы откажетесь. Но небо, небеса, да, высшие силы сейчас вам дают какие-то возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, это правда. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу душевность и искренность, когда вы пишете комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал, буду вам искренне рада. Читайте публикации мои на сайте, а ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.